Народ, всем привет! Смотрю, вам зашла рубрика «Переделка от Маргун». Итак, у нас следующая цепочка. Вот она. Эту цепочку мне принес подписчик, попросил ее переделать. Я такую никогда не делал. Это московский бит, просто с длинным звеном. Вот основное звено очень длинное, вытянутое. Мне очень интересно попробовать сделать именно так, как он попросил, потому что ему нравятся вытянутые длинные цепи. Ну, я такого просто не делал. И, соответственно, сделать цепочку лучше, чем это. Ему сделали на заказ эту цепочку не с первого раза. Раза 3 или 4 он отдавал. Это я рассказываю с его слов. Он 3 или 4 раза отдавал ее на переделку. И в конце получил вот эту именно вот такой экземпляр, как я вам и показал. И также ему сделали крест, который просто тупо сделали из одного и того же восковка, соединили между собой вот здесь вот просто на проволочке. Вот здесь вот проволочка, видите, вот такое вот соединение. Здесь и вот здесь вот, да, вот в нескольких местах. Сам крестик вот так вот выглядит. Но эта проволочка, она другого цвета. Цвет креста основной желтый, белое распятие, а проволочка красная. Ну, художник так видит, конечно же. Дальше этот крест просто взяли и отлили. И отполировали, может быть, ну если полировали, только вот эти боковую сторону. Само основание креста вообще никто походу не трогал. Вот как его отливали, так вот, ну может быть что-то прошлись. И когда полировали вот эти боковинки, зацепили. Поэтому просто я его переделывать полностью не буду. Я просто сделаю апгрейд этого креста и сделаю нормальное человеческое ушко. Не такое, как здесь, там 0,3 мм пластина. А именно, чтобы было толстое, нормальное человеческое ушко. И оно будет очень подходить к цепочке, которую мы сейчас заново переделаем. Вернемся к нашей цепочке. Эта цепочка длиной 60 сантиметров и весом 50 грамм. Клиент попросил сделать ее уже чуть больше, то есть у нее появилось чуть-чуть больше денег. И он сделал, попросил в районе 55-60 грамм именно вот такого вида, именно московский бит из золота 585 пробы желтая. Таких расчетов у меня нет. И вот вы мне много пишете, дай мне расчеты на эту цепочку, дай мне расчеты на эту цепочку. Я же ни у кого не прошу, ребят, дайте мне расчеты. Я их сейчас сделаю сам. Я сам подберу, сам подгоню, и все будет хорошо. И поделюсь, кстати, с вами именно этими расчетами. Я считаю, что это круто. Поставьте лайк за это. А я беру серебро и делаю заготовку. Погнали. Давайте посмотрим, что не так в этой цепочке. Давайте обратим внимание на следующее. Первое. Параллельные линии вот этих вот, которые вот грани, да? Они в каких-то местах параллельные, а в каких-то немножко вогнутые, а в некоторых местах просто выпуклые. Это говорит о том, что неправильно протянули, то есть не протянули цепочку, а может быть прокатали и не посмотрели, не обратили внимания о надежде на то, что напильником потом снимут грани. Второе. Все грани, они сбитые. Одни запилены так, другие запилены так. Ну, я сейчас не думаю, что вы увидите сейчас на видео поближе. И в-третьих, просто она... Я даже не знаю, вот она как-то как не отполирована. Она снаружи отполирована, а внутри она как будто вот только что сделали проволоку, вот ее запаяли, матовая. То есть ее нужно было вообще еще перед тем, как изначально, перед тем, как полировать, ее нужно было просто отгалтовать. И похоже, этого не сделали. Даже просто вот в бутылке потрясти, и был бы совсем другой эффект. Итак, мы переделываем. Смотрите, я для себя прикинул, это не точные расчеты и не факт, что я по ним буду делать. Это 1,7 на 6, это основное звено, и 1,3 на 6,7 это дополнительная вот эта вставочка, да. Сейчас я заготавливаю проволоку, немножко заготовлю 1,7 и второй сделаю 1,3. Намотаю на ригель и соберу, ну, я не знаю, сантиметра 5 хотя бы соберу, для этого это уже будет понятно. Ну, то есть полностью собрал,
протянул, и уже там я понимаю, что примерно сколько надо спилить, и после этого мы получаем расчет, которым мы будем пользоваться. Может быть, например, там не 1,7 надо будет, а 1,65, что позволяет сделать наша фильера. И вот таким образом вы можете тоже сделать. Я исходил из своего опыта. Вы можете тоже посмотреть на какие-то ближайшие расчеты и сделать точно так же, как и делал это именно я. И зачем писать и ждать, когда я вам отвечу там некоторыми месяцами, потому что я физически не могу всем ответить. Поэтому, ребята, просто вот вам лайфхак. Взяли, сделали. Это займет у меня 15-20 минут. Так же, впрочем, как и у вас. Я работаю. Смотрите, я на 1,7 откатал всю. Теперь я откусываю кусочек и делаю, прокатываю для того, чтобы сделать 1,3. Теперь я отжигаю эти два кусочка и тяну проволоку. Немножко заточу кончик для того, чтобы тянуть через фильеру, и буду протягивать. Теперь смотрите, кто как делает. Я, например, перед накруткой отжигаю. И, соответственно, если я вам даже дам свои расчеты, а вы, например, не намотали, вы уже не попадете в вес, потому что оно по-другому, оно сыграет, раскроется, и, соответственно, будет уже по-другому смотреться, и другой будет у вас вес. Кто-то не отжигает, кто-то, например, прям сразу, потому что я протянул там, не знаю, 5-6 отверстий. Этого достаточно, чтобы не отжигать. Ну, я отжигаю, поэтому, соответственно, я делюсь своими расчетами относительно того, что я отжигаю. Я нашел два ригеля, вот по своим расчетам, которые я сделал. Это вот большое звено я буду мотать на ригель 6, а маленькая вот эту вставку 6,7. 6,7 я не нашел, я буду мотать на 6,6. Погнали. Собираем как обычный московский бит, просто только будет с длинным звеном.
Смотрите, у нас получился вот такой вот кусочек, образец. Конечно, он не дотянут, потому что смысл дотягивать я не вижу, я не собираюсь его не запиливать, ничего. Мне просто нужно прикинуть. Длина вот этого кусочка 3,5 сантиметра. Вес 3,05. Я сейчас рассчитаю, сколько на 60 сантиметров получится у нас вес. Итого, мы берем вес 3,05, делим на 3,5. У нас получается в сантиметре 0,87. Умножаем на 60, это 52 грамма в серебре. И умножаем на 1,3, это приблизительно 68 грамм. Но мы не забываем, что у нас она не запиленная, и еще можно будет протянуть. Поэтому, соответственно, мы берем именно этот расчет. Сейчас я еще посмотрю, сравню с нашим оригиналом цепочки по длине звена и так далее. И, в общем, точно приду к какому-то знаменателю, выводу. Поэтому, в общем, примерно останавливаемся на этих расчетах. А дальше сейчас вы все увидите. В общем, я останавливаюсь на этих расчетах. Вместо ригеля 6,7 вместо ригеля 6,0 для большого звена я возьму ригель 5,8. Нужно чуть-чуть уменьшить длину звена, чтобы он более красиво смотрелся. Ну, это на мой взгляд, это мое субъективное мнение. Хотя кто-то скажет, наверное, оставь и так, будет круто. Но я возьму все-таки чуть-чуть поменьше ригель, не 6,0, а 5,8. И все это же самое проделаю с золотом. Теперь я беру золото, плавлю и делаем. Смотрите, мы все подсчитали, все это самое, уже прикинули, что будем делать. Я эту цепочку также не буду плавить до тех пор, пока не сделаю. Смотрите, у нас есть золото 999 пробы. Для того, чтобы нам сделать наш заказ, который сейчас я прикинул, что 68 грамм не запиленное, плюс всякие обкуски, обгрызки, примерно берем, давайте 72 грамма в золоте 585 пробы. И начинаем изготавливать. Вот что значит мастерство, с первого раза получилось. Ну и теперь по традиции мы вальцуем. И я хотел, прежде чем вальцевать, хотел бы рассказать такую штуку. Знаете, очень много пишут людей о том, что некачественно сделали украшения. Очень много пишут людей, что столкнулись с каким-то непониманием со стороны ювелиров. Я, конечно же, не становлюсь на сторону заказчиков. Но это все равно такая проблема, которая стоит все-таки задумываться. Нужно, например, если я не понимаю, у меня нет контакта с клиентом, я не понимаю, или, например, клиент постоянно меняет какие-то условия, я просто не беру такие заказы. Или брать заказы просто для того, чтобы у вас была работа, понимаете, вы же тоже уже есть какая-то интуиция, есть какой-то опыт. Просто-напросто можно отказать. Здесь тоже, кстати, ничего такого нет. Отказал человеку. Да, безусловно, он пойдет решать этот вопрос в другом месте. И, возможно, решит. Но вы избежите просто кучи проблем. Потому что, если, например, вы четко не понимаете того, что хочет клиент, лучше просто даже не браться. Нужно говорить абсолютно все мелочи, детали, а лучше еще договор подписать, в котором будет это все расписано, что нужно делать, какой длины, ширины, вес и так далее и тому подобное. Ну и качество. Вы же видели эту цепочку, которая сделана. Не знаю, вот понимаете, вот я даже для серебра такое не пропустил бы. Во всяком случае, у нас в мастерской такое точно не прокатило бы. А какая получится, вы скоро увидите.
Я достаточно прокатал, и теперь этот прокат требует отжига. Смотрите, вначале я сейчас, вот именно сейчас я не буду отжигать с флюсом и так далее. Она кислится, она будет некрасивая и так далее. Но это, в принципе, по большому счету, на конечный результат абсолютно никак не влияет. Вот когда ближе к тому протяжке проволоки, там, конечно, вопросов нет. Нужно отжигать, то есть нужно соблюдать технологию и так далее. Поэтому это я рассказываю, опять же, делюсь своим опытом. Я никого не говорю о том, что делайте как я. Я просто, почему я так делаю, объясняю. Меня так учили. Я совершал определенные действия и получал как бы практику. И результат-то не менялся. Соответственно, чтобы чуть-чуть быстрее это было, я не буду флисовать, а просто сразу начинаю отжигать и катаю дальше. Мы докатали до размера 1,8 на 1,8 квадрат. И сейчас отжигаем. Но теперь уже отжигаем, как я и говорил, полностью. Флюс отбелить, чтобы была проволока чистая, чтобы она у нас, когда мы будем протягивать, она была уже полированная, блестящая. Большая ошибка. Все считают, что вот у нас вот есть уже такой флюс общий, да? Просто взять, бросил, макнул и так далее. И все, и можно отжигать. Нифига. Очень важно, чтобы это все хозяйство было растворено, вот этот вот флюс, это самое жирное. И после этого только можно флюсовать по-человечески. Обратите внимание, смотрите, проволока у нас полированная. То есть это сейчас уже важно. Если до этого я тренировался на серебряной проволоке, вытащил, не отбелил, ничего, сейчас каждый этап он важен. То есть у вас должна быть вот такая полированная проволока. И сейчас я буду накручивать через кожу. Это тоже все равно подполировывает проволоку, чтобы в дальнейшем внутри цепочки у нас была полированная, полированная часть. И когда уже голтовкой там чуть-чуть кинем, то она вообще заблестит. Потому что важно, чтобы цепь была полирована как снаружи, так и снутри. А сейчас накручиваю. Ригель я взял 5,8. Как я вам и говорил, просто хочу, чтобы было чуть-чуть покороче звено. Я немножечко подматываю проволоки на весу. Вот таким образом. А теперь закручиваю в тиски и подматываю уже по-человечески. Я думаю, примерно столько достаточно будет. Вот основной проволоки я мотаю примерно, вот, например, должно получиться 60 грамм. Я мотаю 60 грамм. А остальное я мотаю уже на переходные вот эти звенья. Сейчас мы проволоку дотянем до 1,3 и намотаем на ригель.
Ригель я в этом случае оставил тот же, 6,7. Ну, точнее, у меня будет в моем случае 6,6. Или 6,7, сейчас померяем. А Ригель 6,6 все-таки. Итак, давайте я сейчас скажу полные расчеты, чтобы не запутаться. Основная проволока 1,7 на Ригель 5,8. И переходные звенья 1,3 на 6,6. Дерзайте. Что, заготовили? А теперь самое интересное. Моя любимая часть — это вот именно распилить, собрать, запаять. Это все должно быть идеально, все подогнано, чтобы все было на высоте, как я люблю. Погнали! Ну что ж, вот так вот выглядит пока наша цепочка. Сейчас я отожгу звенья для того, чтобы они хорошо потом собирались. И приступлю к сборке. Ну, точнее, я сначала сведу, подпаяю, а потом буду собирать. Так что сейчас все увидите. Отжег звенья. Сейчас немножечко остынут, и я брошу в отбел. Когда я учился, вот многие так пишут, я беру, нагреваю и воду со спиртом бросаю, чтобы там мягче был металл и так далее. Но когда я учился, это были 90-е. Мои учителя на тот момент это мужики где-то 60+. И вот представляете, они увидели бы, что я в спирт макаю золото. Да они меня убили бы прям на месте. На тот момент спирт очень ценился. И те люди, которые в ювелирке там, они уже такие, ну то есть это даже вот ассоциация ювелир, это алкоголик. И вот те люди, когда вот, ну, очень много выпивали, и спирт для них был очень важен. Поэтому я так не делаю. Я ценю учителей своих и просто окунаю воду в отбел. Я пропаянные звенья, которые вот тонкие переходные, поджимаю, ну, делаю овальчик, вот как я делал с серебром, вот таким вот образом. У нас образовалось 3 кучки. Собраны, которые спаянные звенья, которые разогнутые и переходные. Берем целое запаянное звено, разогнутое, соединяем. Видите, не входит. Мы немножечко поджимаем. И после этого спокойно входит. Открытое звено. Запаянное звено. Собираем. Поджимаем чуть-чуть запаянное.
Надеваем переходное. И вот таким образом собираем цепочку. Сейчас собрали цепочку, надо теперь запаять те звенья, которые которыми мы собирали, не были пропаяны. И дальше больше. Я полностью пропаял цепочку, и теперь моя задача вот эти вот звенья переходные взять, подогнуть, чтобы потом протянуть можно было. Как вот эти. Для этого я беру пассатижи и подгибаю каждое звено за звеном, не спеша. И подровнял. Поджал, дернул, подровнял. Я подогнул все звенья в цепочке вот таким вот образом. Они не все равномерные, но ничего страшного. Сейчас будем протягивать, и они все выровняются, все будет идеально. А теперь самое интересное, будет рваться или нет. Протягиваем через. Сам по себе желтый металл очень капризный. Смотри, как попадешь. Бывает, отлигаторишь, он мягкий тянется. А сейчас он просто как каменный, как железо. И я уже несколько протяжек сделал. И сейчас, пожалуй, отожгу, чтобы все было хорошо. Ни разу не порвалась. Последний рывок, последняя протяжка и иду пилить. Я прокатал пластину для того, чтобы вырубить концевики вот на эту цепочку. Я уверен, что концевики всегда украшают цепочку и придают вид завершенности. Сейчас я подберу по размеру, вырублю, повешу замок, повешу концевики, отшлифую, полирую и покажу вам результат. Готовый результат, как вы просили, с весом, со всеми делами, и сравним, что получилось, что было лучше. Тот, который дали в переплавку, я его, кстати, не плавил, или мой. Погнали.
Теперь самый финиш, самая ответственная операция — это полировка. Вот цепочка готова, она после готовки уже желтенькая, блестящая, но все равно это не то. Это не тот блеск, который бы я хотел бы видеть, чтобы это было на изделиях, которые сделаны мной. Соответственно, я также полирну крест, я его довел до ума, убрал здесь дефекты литья и так далее. Сделал новое толстое ушко, которое, на мой взгляд, больше подходит к этому кресту. И сейчас отполирую, и будет все хорошо. Полировку я начну, пожалуй, с щеткой. Сначала пройдусь все полностью щеткой, а дальше буду полировать кругами. Ну что ж, наша переделка подошла к концу. Давайте подведем небольшие итоги. Вот смотрите, вот такая была цепочка изначально. И вот такая она стала сейчас. Конечно же, я еще раз отполирую эту цепочку. Сейчас отдам на пробу, потом она вернется с пробирной инспекции, я еще раз ее полирну. И она будет прям сиять, там пушком пройду, какой-нибудь пастой хорошей и так далее. Вот она такая получилась. Нравится она вам, не нравится, вам судить. И если там заказывать, только вам. Меня попросил такую сделать клиент. Я не сам придумал и так далее. На мой взгляд, мне просто вот такие цепи мне не нравятся. Если бы это был бы просто вот обычная классическая якорная цепочка без вот этих вставок, на мой взгляд, она более стильно смотрелась, нежели эта вот цепочка, которая получилась такой московский бис с длинным звеном. Также я немного доработал крест. Я сделал ушко потолще, ну прям вот значительно толще. Потому что изначально я посмотрел, там был прокат 0,5. Вот, а сейчас я поставил прокат единицу. И вот так это стало смотреться. Ушко я оставил очень маленьким, чтобы оно не выделялось, не бросалось в глаза, но при этом оно спокойно двигалось по кресту. И при этом даже вот если будет цепочка вращаться, то она там внутри будет также вращаться и не будет препятствовать. Вот я все литьевые внутри моменты выбрал. Дальше я подполировал все. И теперь вот так вот это смотрится. Теперь давайте по цифрам. Изначально мне давали цепочку весом 49-49 грамм. Ну, в общем, грубо говоря, 50 грамм. Отсюда сняли просто замок изначально, потому что он был другой пробы. Клиенту сообщили и пересчитали 585. Я же сделал цепочку 61,07, 61 грамм. То есть я добавил всего 10 грамм. А смотрите, какая разница, как это смотрится. Одна цепочка и вторая. То есть такое впечатление, что она в 2 раза толще, которую я сделал. То есть в 2 раза больше весит. Длина обоих цепочек 60 сантиметров. Напишите в комментариях, вам вообще такой московский бит нравится или нет. Просто мне вот просто интересно. Я первый раз именно вот в таком исполнении его сделал. Ну что можно сказать? До следующих переделок. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк за усердие, за работу. Подпишитесь, нажмите колокольчик и ждите новых переделок. Потому что очень много людей пишут. Просто в основном все пишут почему-то с цепями плетением Бисмарк. А Бисмарк я уже делал, не очень хотелось. Может какой-нибудь там сумасшедший какой-нибудь Бисмарк. Тогда уже покажу. Ну все, на этом все.
Пока.